Война может закончиться немедленно. Стороны обменялись резкими заявлениями. Капитуляция снова на столе переговоров. Каким будет ответ? Досмотрите. Сирены в Берлине. Германия экстренно готовит бомбоубежище. Спасется лишь малая часть населения страны. Что происходит? Рекордные сбои в навигации. Москве поставлен ультиматум. НАТО готовится отвечать. Польша выдаст известную активистку по запросу Интерпола. Неужели ее ждет смертная казнь? Мощный взрыв в столице и громкая отставка главы правительства. Эти и другие самые главные события. Утро понедельника, 8 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Вашингтон полез в карман за еще одним ультиматумом, но на этот раз абсолютно серьезным, правда, не совсем конкретным. Американская администрация готова усилить давление на Россию, но только при одном условии – Европа должна действовать с ними синхронно. Мы обсуждаем, что ЕС и США могут сделать вместе, и мы к этому готовы. Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали нашему примеру. Потому что если США и ЕС сделают это вместе, мы вступим в гонку между тем, как долго смогут продержаться украинские вооруженные силы, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика. А если США и ЕС смогут вмешаться, ввести дополнительные санкции и вторичные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, российская экономика будет полностью разрушена, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров. Министр добавил, что введение дополнительных вторичных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к полному коллапсу и заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что объединенные усилия Европы и США – это ключ к принуждению России к миру. По его мнению, главными инструментами являются санкции и тарифы. Associated Press ранее сообщала, что 5 сентября европейские чиновники планировали встретиться с представителями США, чтобы обсудить формы экономического давления на Россию, включая новые санкции. Мощный взрыв в столице. Тишину военного полигона в Варшавском районе Рембертов нарушил мощный взрыв. По неофициальным данным, сдетонировал не разорвавшийся боеприпас. Пострадали 2 человека, которые незаконно проникли на закрытую территорию, проигнорировав знаки запрета. Одному около 50 лет, другому около 30. У обоих множественные рваные раны, состояние тяжелое. На место прибыли саперы, военная жандармерия, работал вертолет и скорая помощь. Происхождение груза, а также подробные обстоятельства этого происшествия будут предметом дальнейшего разбирательства. Проводится расследование, устанавливается, откуда взялся боеприпас и как произошел инцидент. Все это на фоне крупнейших в 2025 году учений Iron Defender 25, которые проходят в Польше. Терпение властей сразу нескольких стран на пределе. Перебои со связью, навигацией и общая угроза безопасности. Вот что сейчас пытаются победить страны Севера Европы. Более 122 тысяч авиарейсов пострадали от помех GPS на севере Европы. И все это, как уверены власти Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, дело рук России. Только за апрель сбои затронули почти половину всех рейсов в отдельных регионах. Всего за первые 4 месяца более 365 авиакомпаний и 81 800 инцидентов. Страны направили официальную жалобу в Международную организацию гражданской авиации. Совместный отчет разведок этих стран, попавший в распоряжение шведского телеканала СВТ, описывает тревожную картину. Навигационные системы массово дают сбои, пилоты теряют точку позиционирования, а самолеты вынуждены на ощупь пробираться к конечной точке маршрута. Мы оцениваем ситуацию как серьезную, поскольку количество сбоев продолжает расти и не уменьшается.
Установлено, что источники помех находятся на территории России, в Калининграде, Смоленске, Петербурге и Ростове. Польские военные ранее уже указывали на активность глушилок в Балтийске и Окунево. Международная организация гражданской авиации дала Москве 30 дней, чтобы прекратить глушение, а в противном случае возможное лишение радиочастот, используемых в гражданской авиации. От Москвы также потребовали немедленно прекратить это вмешательство. Послушают ли они эти международные организации? Как думаете вы? Не забывайте свое мнение писать в комментариях под этим видео. Громкие сирены, бетонные укрытия и колонны экстренных служб – все это возвращается в повседневную жизнь Германии. Власти вбухают 10 миллиардов евро в гражданскую оборону и делают это не просто так. Это станет крупнейшим проектом модернизации за последние десятилетия. Федеральное правительство будет инвестировать до 900 миллионов евро ежегодно в период с 2024 по 2029 год. Министр внутренних дел официально подтвердил, Берлин запускает масштабную модернизацию систем оповещения и защиты населения. В планах новые бомбоубежища, цифровые тревожные сигналы на смартфоны, 1500 машин для пожарных и спасателей, а также регулярные учения вместе с армией, гуманитарными организациями и экстренными службами. После открытого вторжения России в Украину немецкое правительство резко сменило риторику, а этим летом в кулуарах уже звучали тревожные прогнозы, мол, Европа может столкнуться с новой реальностью, и времени на раскачку не осталось. Факт, который заставляет задуматься: сейчас в Германии всего 579 укрытий. Они могут вместить менее 500 000 человек, и большинство из них не трогали со времен Холодной войны. Этого катастрофически мало, если грянет серьезный конфликт. На фоне угроз гибридных атак, энергетических сбоев и всплесков экстремизма Берлин действует на упреждение. И это уже не предупреждение, а подготовка. Кто следующий в Европе начнет строить бомбоубежища? Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Премьер-министр уходит в отставку после сделки с Трампом. Его последнее решение на посту – подписание масштабного торгового соглашения с США. Япония вложит 550 миллиардов долларов, а взамен администрация Дональда Трампа снизит пошлины. Сигеру Исиба продержался у власти менее года. За это время его коалиция потеряла контроль над обеими палатами парламента на фоне недовольства ростом цен. До последнего он отказывался уходить, но после июльского провала и завершения переговоров с США решил сложить полномочия. Поскольку переговоры по вопросу тарифных мер США достигли поворотного момента, я посчитал, что сейчас подходящее время отойти в сторону и уступить место следующему. Это соглашение было построено на доверии между нашей администрацией и администрацией Трампа. Именно наша администрация должна была довести дело до конца, и крайне прискорбно, что все завершилось таким образом. Теперь в правящей либерально-демократической партии начнется экстренная гонка за кресло нового премьера. Армейская операция в самом центре столицы региона продолжается. Армия обороны продвигается к центру города. Бои усиливаются, а переговоры об обмене заложниками зашли в тупик. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, операция в Газе углубляется. Параллельно министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, война может закончиться немедленно, если Хамас отпустит всех заложников и сложит оружие. Если мне нужно выбирать между победой над нашими врагами и негативной пропагандой против нас, я выбираю победу над врагами, а не наоборот. Я не хочу читать хвалебные статьи в мировой прессе, когда нас побеждают. Я выбираю победу. Ответ Хамас прозвучал быстро, никаких условий Израиля. Представитель группировки Басем Наим в комментарии Reuters сказал, что они готовы освободить заложников, но только если Израиль полностью прекратит войну и выведет войска из сектора. К тому же добавляют тут и союзники Хамас, йеменские хуситы, которые пробили одним из своих беспилотников систему ПВО Израиля, которая считается одной из самых лучших в мире, и нанесли удар по репутации израильской обороны. Дрон, запущенный из Йемена в Ливию,
влетел в аэропорт Рамон. Густой дым над зданием, предположительно попадание в зону пассажирского терминала. Аэропорт Рамон не какая-нибудь там второстепенная площадка. Это стратегический объект недалеко от Эйлата, который в экстренных ситуациях подменяет Бен-Гурион, главный аэропорт страны. Польша депортирует в Туркменистан известную активистку. Польские пограничники задержали Айсалтан Ниязову, участницу Pussy Riot, находящуюся в международном розыске по линии Интерпола по запросу Туркменистана. Об этом сообщило само антиавторитарное движение. Ниязову обвиняют в хищении средств из Центрального банка Туркменистана. Экстрадиции в страну добиваются с 2002 года. Но участники Pussy Riot заявляют, что дело сфабриковано по политическим мотивам. Для нее депортация в Туркменистан равна смертному приговору. В 2011 году Швейцария отказалась выдавать Ниязову Ашхабаду, но передала ее в Россию, где она провела 6 лет в заключении по аналогичным обвинениям в растрате. Как пишет «Новая газета Европа», Ниязова ехала из Литвы в Польшу, чтобы забрать собаку из приюта. И именно на польской границе и произошло задержание на фоне усиленных выборочных проверок, введенных властями Польши на границах с Германией и Литвой. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.